Всем привет! Сегодня будем строить большой красивый пляжный дом для медиума из Майами. Либо ясновидящая из Майами. В общем, есть такой канал TLC, и там есть реалити-шоу ясновидящая из Майами. Или все-таки медиум, честно, я не помню. Но, в общем, концепт в том, что женщина вроде как общается с духами умерших, и она, в общем, там ездит, проводит какие-то сеансы, и это все как бы такое шоу. Но оно типа не постановочное, а вроде как реальное, у нее там большая семья, и у нее какие-то еще бытовые ее проблемы показывает. В общем, когда вышло новое дополнение, это паранормальное, я почему-то сразу про нее вспомнила, и, собственно говоря, я наконец-то реализовала тот дом, который предполагаю, что у нее может быть. Конечно, это полная моя фантазия, но вот исток этой фантазии как раз-таки из канала TLC. И я хотела построить такой немножечко необычный, нестандартный дом со стеклянной крышей и с кабинетом для вот этих всех штук, в общем, для спиритических сеансов, собственно говоря, у нас же сейчас это можно делать. Вот, поэтому вот этот самый аппендикс, который я вначале построила, это как раз-таки кабинет, чтобы люди типа не заходили в основной дом, чтобы не тревожили жителей. Там есть отдельный вход, отдельный кабинет, в общем, все отдельное, чтобы это все не пересекалось с обычным домом. И как раз таки в обычном доме там живет огромная семья. Что-то я так размахнулась, но, кстати, в Америке они часто такими большими-большими семьями живут, у них часто еще несколько детей. В общем, это, в принципе, нормальная для них ситуация. Так вот, наша, в принципе, медиум из Майами, она такая уже женщина в возрасте, такая бывшая блондинка, но хорошенько так загоревшая. Вы ее видели в начале. Вот она вся такая прикольная, вся такая прогрессивная, яркая и так далее. В общем, у нее есть дочка, тоже блондинка, тоже загорелая, тоже очень красивая, стройная, вся такая на пляже, можно так сказать. Ну, то есть у них же выход в море есть и так далее. В общем, они практически всегда там в полупляжном, чтобы можно было покататься, полежать, позагорать, потому что дочка ее нигде не работает, а зачем? Как бы у нее мама прекрасно зарабатывает. Да, все эти товарищи на самом деле очень часто хорошо такие зарабатывают деньги. Вот всякие медиумы, ясновидящие. Хочу сразу сказать, что я в них не верю, ну, типа каждый зарабатывает как может, но такое. У меня немножко смешанные к нему чувства, но сейчас не об этом. Так вот, у этой дочки есть муж, писатель-неудачник. Я, видимо, проецирую какие-то свои личные проблемы на всех своих персонажей, которые создаю, потому что я пока тоже писатель-неудачник. Ну, такой немножко неудачник. В общем, у него нет кабинета своего, у него есть часть комнаты, спальни, которая их совместная с супругой. И там, в общем, все завалено рукописями. В общем, он никак не может дописать свое великое произведение, только говорит о том, что вот я сейчас допишу, вот как сейчас напишу, как допишу, и вы все, в общем, будете в полном восторге, все будут в полном восторге. Но по факту он не особо-то и пишет, собственно говоря. Только говорит об этом, говорит, тоже как я, и ничего не пишет. Вот. И еще у них есть дочка-подросток, у нее такая розоватая комната, я немножко увлеклась розовым цветом. Вот. Она такая достаточно умненькая, красивенькая, тоже блондинка. У них все женщины блондинки. Вот, а мужчины темненькие, ну, так получилось. Вот, она такая красивая, вся поджарая, тоже подзагоревшая, с модненькой причесочкой, такой коротенькой стрижечкой. Вот, и она, в общем, готовится поступать в университет, поэтому она, в общем, хорошо учится, у нее там все необходимое в комнате есть. И есть два мальчика, они двойняшки, они не близняшки, они двойняшки. Два сорванца, которые, в общем, у которых одна комната на двоих. Это уже как бы был совсем бы перебор, и так у нас 4 спальни на самом деле. Получается, потому что у бабушки, у главной кормилицы этого дома, у нее на первом этаже ее кабинет, где она принимает, и где она
где с ней расплачиваются люди, где она ведет деловые переговоры, в общем, отдельный кабинет тоже для этого есть, и ее же спальня, ее же ванная отдельная, все на первом этаже, чтобы она туда-сюда не скакала, все-таки ей уже не 18 лет, поэтому она себе сделала все с комфортом. Собственно говоря, этот дом полностью подчинен этой женщине, чтобы ей было комфортно, потому что, собственно говоря, она за все и платит. Вот, поэтому все на первом этаже, чтобы ей было удобненько и комфортненько. А все остальные на втором этаже, там уже стеклянный потолок, и прям с ним игралась. Я, кстати, вечно теряю вот эти панели прозрачные. Надо запомнить просто, что они пришли к нам как раз-таки с островом. Мы сейчас же на Сулане. Я что-то постоянно про это забываю. Мне казалось, что еще были. Танцевальные панели какие-то еще были прозрачные. Но такие прям полноценные, красивые панели, они только на Сулане как раз к нам пришли. Я не показала, как долго я их искала, честно. Это какой-то был кошмар. Потом я стукнула себя по лбу и сказала, что можно же в интернете прочитать, где эти панели находятся. Собственно говоря, завела и тут же увидела кучу форумов, где все спрашивают, где же они, где? И, в общем, там большими буквами написано, что берите набор Сулани, «Жизнь на острове», и будут вам все панели. Вот что, собственно говоря, я и сделала. Я иногда, когда вот чем-то так заморачиваюсь, знаете, на чем-то зависаю, вот, по поводу панели, еще что-то такого, и долго-долго думаю, при том, что есть очень обычно простое решение, элементарное, которое бы избавило меня от всех этих размышлений, но я почему-то стопорюсь и именно его не выполняю. Это как-то странно. В последнее время мне это немножко раздражает, потому что я трачу кучу времени зря на какой-то поиск чего-то, какого-то решения, которое уже давно все приняли и все знают, как это делать. Вот, поэтому, в общем, я заметила за собой такую особенность. Кстати, я тут еще много добавила из последнего, уже получается предпоследнего, нет, паранормально это же был каталог, а дополнение последнее было вот эти снежные просторы с этими раздвижными дверками, мне прямо они очень понравились, очень понравились. Мне очень понравилось, что они добавили эти же раздвижные двери, правда, всего одни, но хоть что-то в среднюю высоту, потому что в квартирах, конечно, где высокие потолки, там вообще не было у нас никакого выбора, по сути, там только были входные двери, а межкомнатных вообще не было, и вот эта вот крошечная межкомнатная дверюшечка, которая там в уголке такая маленькая, всегда так странно смотрелось, и постепенно они так по одной штучечке нам пытаются добавлять этих дверей, добавляют, конечно, в маленьком размере, их все-таки больше, к сожалению, там больше выбора, они красивше, интереснее, но ладно, и на том ладно. Вот, я, кстати, тут разошлась в зелени, мне хотелось утопить этот дом в зелени, чтобы он немножко мимикрировал под окружение, чтобы он был прям такой вот тропический, прям такой влажный какой-то, знаете, что вот он на море выходит, как хочется туда, если честно, чтобы вот так проснулся, открыл дверку, взял там завтрак, и у тебя вот оно уже море, ты позавтракал, поплавал, вернулся обратно, что-нибудь поделал, поспал на лежаке, потом опять поплавал. Да, это я тоже воплощаю свои мечты, какие-то свои желания, что вот хочется на море, и я начинаю строить бесконечные морские какие-то домики, которые хоть как-то мне компенсирует отсутствие моря и бесконечные снегопады. И, кстати, я тут занялась постройкой, меня давно не было, потому что я опять болела. Да, я опять болела. А перед этим у меня были просто проблемы с голосом, с артикуляцией, а сейчас я прям болела, простывшая была. Но я вам зато наснимала кучу серий, челленджей, и пекарню, и сестры, и спойлер, мы переезжаем в новый дом, и мне так сильно нравится новый дом в старшей сестре, что я просто
я в восторге. Я не ожидала, что он произведет на меня такое впечатление. Это же просто новый дом, но как-то получилось очень-очень круто. Хотя он немножко такой несуразный, великоватый. На первом этаже какая-то странная планировка, которую я буду со временем, скорее всего, все-таки немного переделывать. Но в целом они наконец-то живут в большом доме. Это у них такая крохотулька была, и эти комнатки как казематы какие-то. В общем, я наконец-то оторвалась по полной и построила большой дом. Скорее всего, они будут в нем еще очень-очень долго жить, потому что места теперь хватает всем, для всего. Вот, у них большая... Ну, ладно, не буду спойлерить. Смотрите в следующей серии, в следующее видео как раз выйдет. Там будут и дни рождения, и постройка. В общем, будет много чего интересного. Я не удержалась еще вперед, не снимала пару серий, потому что, в общем-то, много чего интересного происходит. Мне все хотелось еще. Меня подзатянуло. И в пекарне там много чего тоже происходит. У нас там с личной жизнью нашего Патрика там все сложно и интересно. Я уже придумала, как я перестрою его дом, потому что там в последней серии, которую я записала, я терзалась в сомнениях, как же мне построить этот дом. И мне пришла, мне кажется, очень гениальная идея. Ну, она, конечно, моя, поэтому она гениальная. В общем, будем воплощать, будем тоже перестраивать и пекарню, и дом его делать. Очень еще хочется, очень интересно. Я не ожидала, что меня так захватят все эти челленджи. А теперь я прям оторваться не могу. И очень страдала, когда болела, не могла снимать, потому что не могла озвучивать из-за хрипоты страшной в голосе. Мне сильно на связке опустилась хрипота. В общем, я очень ждала, когда это пройдет. Вот, и с большим удовольствием засела, наснимала сразу по несколько серий каждого челленджа, и каждый по-своему интересен, и оторваться было невозможно, и выбрать тоже любимый невозможно. Вот. И мне, кстати, кажется, или я уже говорила по поводу паркета, но я еще раз выражу свое восхищение паркетом и то, как прорабатывают разработчики. Ну, мне кажется, они продолжают разрабатывать текстуры, прорабатывать их, который у нас уже есть, и паркет, который по-разному блестит, под разным углом, под разным освещением, в зависимости от того, сколько источников света, сколько света из окон падает. Это какая-то фантастика для меня, это что-то из ряда вообще, не то, что из ряда вон, а прям, это что-то на грани фантастики, вот реально, что настолько проработанная текстура, настолько блестящий этот пол. Это что-то фантастическое, при том, что разный паркет блестит по-разному, разные текстуры, понятно, ковер не блестит, но вот разные виды паркета, они по-разному отблескивают. Вот этот новый протертый паркет, который из Паранормального, он такой протертый, он такой классный, вообще какая-то фантастика. В общем, вы поняли, что я теперь в восторге от паркета, и я, в принципе, люблю его располагать во всех своих домах, потому что, все эти ковры, они да, конечно, которые прям ковролины, но не везде, не всегда. А вот паркет всегда всему голова, и всегда хорошо смотрится в любом помещении, как мне кажется. Вот. Еще кое-какая плиточка мне нравится, там определенно, по-моему, это вампирский набор. Она такая, не разноцветная, с каким-то орнаментом, вот она тоже хорошо смотрится, интересно смотрится. Вот, в общем, как-то так. Я тут еще, кстати, наполняла кухню. Я уже пускаю слюни на новый каталог. Или не каталог, а что это тут? Кит или Кит, по-моему, да? Вышел новый с этой кухни. В общем, я сижу как бульдог, пускаю слюни, пока не могу к себе, в общем, добавить этот каталог. Но это что-то такое... Этот каталог вот с кухни. Все остальное, одежда мне вообще как-то неинтересна. Все эти пылесосы тоже как-то не особо. Это как со стиркой, я так понимаю, что типа добавляешь его, и у тебя загрязняется вся квартира. Не добавляешь, и у тебя ничего не происходит. Вот как-то, мне кажется, просто типа немножечко реализма и со стиркой, и с вот этой пылесосиней. Такое как-то. Не так интересно. А вот кухня это прям
Вот как для меня разрабатывали. Вот честно, как будто они меня спросили во сне. Я им нарисовала свою идеальную кухню с этими занавесочками. А шкафчик, который сверху висит, там тарелочки такой открытый, это просто какой-то космос. Ну, я просто уже потираю ручку, когда он у меня появится, потому что как раз-таки, скорее всего, в челлендже «Старшая сестра» я перестрою их кухню, пока она у меня как раз-таки из набора, из снежного набора. Но как только в мои ручки попадет новый каталог, все-таки это каталог, да? В общем, набор. Ну, в общем. Когда эта штука попадет ко мне в руки, я сразу же перестрою. Я, кстати, посмотрела, оно не очень дорогое. Но, кстати, у меня девочки уже так хорошо прокачались, они неплохо зарабатывают. И там с учебой... Так, нет, не буду говорить. С учебой там все хорошо. Вот, в общем, они смогут заработать на эту кухню, и она будет классная, фантастическая. Надо только придумать что-то с планировкой, переделать. Вы увидите, что немного я не продумал этот момент, и он как бы выскочил как раз-таки на постройке, что, ну, просто непродуманная до конца часть, и я, в общем, как-то не очень удачно все это сделала. Но, кстати, в этом доме мне очень понравилась идея вот этой внутри большого коридора с лестницей. Я, в принципе, люблю такие моменты, и чтобы удалять еще часть верхнего этажа, чтобы только половина была, ну, как бы, типа, соединение первого, второго этажа, большие окна, вот все, чтобы просматривалось, в этом что-то есть такое. Правда, полностью не просматривается, потому что напротив находятся эти спальни детей, но вполне себе такой большой, залитый светом. Единственное, что я немножечко не поняла, в чем прикол прозрачных вот этих потолков, которые я сделала. Я же думала, что проникнет свет сквозь него, но я его сделала, а света не появилось. Вот это немножко... То ли это разработчики немножко пропустили этот момент, то ли это я что-то не так сделала, то ли у меня что-то не засветилось. Ну, в общем, я ждала, честно, вот я, типа, заполнила все вот этими прозрачными штуками, и я думала, что вот сейчас, типа, светло будет. И не стало светло, мне пришлось лампы вешать, это немножко странно выглядит, потому что там стеклянный потолок и лампы на потолке, по сути. Ну, в общем, как-то это немножко странно, непонятно. Ну, может, только у меня такое. Надо будет как-то еще попробовать, потому что я редко делаю стеклянный потолок, потому что, может быть, из-за того, что я потолок именно делала, потому что слово паразит у меня есть, оказывается, потому что если делать стеклянную крышу именно как крышу, то да, там все освещается, там еще есть тенечка красивая. Мне очень нравится, как я в пекарне сделала там навесик из вот этой стеклянной крыши в виде сот, и там тень так гуляет, так красиво все, как они все еще прорабатывают все эти тени. Вот, а здесь она как бы типа для пола сделана, может быть, она как раз, да, не то, что не продумала, даже не прописана как бы в сценарии, можно так сказать, этого сооружения, чтобы оно давало свет. Потому что, да, наверное, немножечко не то. Но я, правда, рассчитывала на то, что там будет свет. Ну, в общем, надо, наверное, обычную стеклянную крышу было сделать. Я немножечко так перемудрила. И мне казалось, что будет красиво. Потому что, да, и в спальне, кстати, там тоже же частично этот стекло, стеклянный пол я типа сделала сверху. Но там тоже было темно, там тоже я устанавливала везде свет. Так что, не знаю. Вот. Так что я, кстати, в этой спиритической комнате там намудрила, накрутила кучу всего. Я, кстати, еще, оказывается, не заметила, что в новом паранормальном там есть не только верхний свет, но есть еще и напольные светильники, такие симпатичные, треугольнички какие-то, ну, ромбовидные такие. Очень они красивые, такие колоритненькие, мне очень нравится, потому что я заметила, что как-то вот освещение сверху нам добавляют, а такие вот прикроватные всякие такие светильнички не особо как-то добавляют. Каких-нибудь таких симпатичных, крученых таких, что-то такого. Не особо как-то добавляют. Да, они добавили, по-моему, в компактной жизни вот этот наборчик
где все вместе висит. Ну, такое, не знаю. Мне кажется, вот здесь немного провальчик такой, а тут прям в небольшом каталоге и у нас такая красивая лампа. Было очень круто и приятно осознать, что она у нас есть. Так что так. Подписывайтесь, ставьте лайк, ждите моих новых челленджей, они скоро выйдут, кучу разных серий вам написала, там много неожиданностей, много я там неудачных вещей наделала, но я потом практически все исправила, так что я молодец, ждите серии, ждите новых выпусков, подписывайтесь, ставьте лайк, приятного просмотра.